Всем привет! Вы на канале PsyLife, и тема нашего видео «Как выявить стукача в коллективе». Ни для кого не секрет, что стукачом принято называть человека, который очень часто посещает кабинет руководителя по собственной инициативе. Он как тот маленький шпион в коллективе. Узнает все самое интересное и прямиком бежит докладывать начальству, кто, что, когда, почему, с кем и зачем. Большинство руководителей понимают, что стукач – это своего рода дополнительные уши и глаза. Грех отказываться от такого счастья. Но коллективу такое появление явно не по душе. И появляется вполне естественный вопрос – как же выявить стукача среди существующих коллег? Особенно это актуально, когда появляется стукач, хотя состав коллектива не менялся уже как 2 года. Итак, по каким признакам вы можете определить стукача? Первый признак – коммуникабельность. Стукач очень любит поговорить. Порой даже припадает на уши, хотя ему и намекают, что у коллеги завалы, мол, надо бы до вечера сделать отчет, но стукач не особо-то и быстро уходит от чужого стола. Спровадить его получается только при условии, что с минуты на минуту придет начальник посмотреть на рабочий процесс. С новыми людьми стукач легко находит общие темы для разговора, таким образом заводит новые связи. Со стороны можно подумать, что он достаточно компанейский человек, добрый и открытый, но он всегда преследует личные цели. Второй признак – лесть. Вот что-что, а лесть у стукача является вторым «я». Без нее никуда. Так как подъем по карьерной лестнице является главной его целью, то лесть помогает подобраться к начальству как можно ближе. Кому не понравится вовремя сказанная лестная фраза о красивой прическе, новых туфлях или же солидных часах в сторону руководителя? Конечно, это располагает к себе, особенно если лесть искусная и очень похожа на правду. Стукач умеет подсластить пилюлю так, что невольно человек начинает благосклонно относиться к льстецу и проявлять некую снисходительность. Вот вам и личная цель достигнута. Признак третий – сверхлюбопытство. Стукач имеет такое свойство, которое позволяет ему задавать море попутных вопросов, неважно, в какой темы вы коснетесь. Он не будет удовлетворен одной короткой фразой на поставленный вопрос. Скорее, он раскрутит собеседника на более тщательный доклад о своей жизни, идеях, отношениях к другим людям и мнении о начальстве. Выглядит это так, будто невзначай он задает уточняющие вопросы, как просто любопытный собеседник. На самом же деле он нащупывает области, в которых может узнать у собеседника секретную информацию и впоследствии воспользоваться ею в своих корыстных целях. Признак четвертый – сбор и разнос сплетен. Стукач обычно не просто собирает сплетни от всех и вся, но и умудряется их разносить всему коллективу, как и положено, приукрашивая истину. Причем даже если он сам увидел какое-то действие и рассказывает об этом коллеге, то с вероятностью 99% скажет: «Мне тут сказали, что видели того-то, с тем-то» и так далее. То есть вы не услышите «я видел» или «я слышал». Он будет прикрываться сарафанным радио, мол, кое-кто поделился и имени, конечно же, не назовет. Стукач всегда узнает все новости первым. Поэтому можно заметить, что если что-то происходит в коллективе, он всегда тут как тут. Он всегда должен быть в курсе всех событий. А как иначе? Это же все нужно доложить начальству, да еще и ничего не забыть. Признак пятый. Немногословен. Можно заметить, что во время обсуждения начальства или каких-либо коллег стукач принимает позицию ничего не говорить против других людей. Он не старается выразить собственное мнение, скорее просто собирает информацию о том, что думают коллеги. Зачастую стукач сам заводит тему разговора, но воздерживается от личных комментариев, постоянно переводит стрелки или тему разговора, чтобы не отвечать на прямой вопрос. Если же его спросить напрямую, что он думает по поводу начальства, то стукач начнет увиливать от ответа. Или еще интереснее наблюдать, как он начинает отвечать общими фразами, не выдавая себя и собственные мысли. Признак шестой – скрытность. Стукач в основном о себе не рассказывает практически ничего.
Если коллеги между собой общаются о том, кто и как провел выходные, то стукач по природе своей просто отмалчивается. Он изощренно переводит внимание с собственной персоны на своего коллегу. Умело так задает вопросы или обращает внимание на какие-либо изменения в его одежде или поведении. Все попытки узнать о человеке больше заканчиваются полным провалом. Кстати, вы в комментариях под видео можете написать, а как вы выявляли стукачей в коллективе. Ну а мы продолжаем. Признак номер 7. Руководство поощряет. Посмотрев на человека, вы думаете, да за что ему повышение-то, если он не может сделать элементарные вещи? Или же за что ему выписали премию, если он работал меньше всех? И пазлик начинает собираться. Конечно, видимых результатов у стукача нет в рабочей деятельности. Но есть то, что не видно коллегам. Вовремя слитая информация начальству, которая была оценена как великое достижение за этот месяц. А за ним и последовало вознаграждение. Если вы не видите и никто из ваших коллег не видит видимых результатов работы человека, которого повысили, то вероятность, что он окажется стукачом, равна более чем 95%. За просто так не повышают и премии не выдают. Признак 8. Странная реакция. Можно подойти к предполагаемому стукачу и задать ему вполне себе такой дельный вопрос-совет. Например, Мерлин, вот что бы ты сделал с человеком, который сдает информацию начальству обо всем, что происходит в нашем коллективе? Реакция может быть как штраф, что больше так не делал. Все будет сходить к тому, что казнить нельзя, помиловать. Или же просто начнет поддакивать вам и вашим идеям. Никакая реакция – это тоже ответ на вопрос. Стукач Мерлин или нет? Скорее всего, да. Но это не точно. Потому что психологически человек всегда ищет, как избежать наказаний. И если стукач не показывает себя как ярого «я всегда за правила и если что увидел, сразу прибежал в кабинет директора, пускай все знают, что я за справедливость», то и ответить вам на вопрос, что сделать с стукачом, будет искать варианты наиболее щадящие для его персоны. И последнее. 9. Миссия предателя. Конечно, все вышеперечисленное не ловит за руку стукача. Поэтому, чтобы быть уверенным на 99,9%, что человек в вашем коллективе является стукачом, придется проделать не очень-то благодарную работу. Предположим, вы считаете, что Феодосия или Мерлин стукач, то его нужно проверить. Как? Очень легко. 1 на 1 вам нужно поговорить с Феодосией и дать ей ложную информацию. То же самое проделайте с Мерлином 1 на 1. Информация, как вы уже догадались, должна быть разной. По итогу, какая информация выплывет от начальства, тот человек и является кротом, или, как в коллективе величают, стукачом. Единственное, что для этого способа стоит обмолвиться, что никто из коллектива не должен знать о проверке Феодосии и Мерлина, иначе вся миссия пойдет коту под хвост. Ну а с вами был канал PsyLife. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.